Здравствуйте, мои друзья! Сегодня мы с вами приготовим сулфганийот, это пончики. И будут они на дрожжевом тесте заварном, не требующем расстойки, со сливовым джемом. Я их приготовила на хануку. 150 мл теплой воды, столовая ложка сахара, столовая ложка сухих дрожжей. Все размешиваем, оставляем в сторону до появления пенной шапочки. 500 грамм муки, 3 столовые ложки я убрала из общего количества. Добавляем в миску чайную ложку соли, 3 столовые ложки растительного масла. И посмотрите, какая у нас пенная шапочка. Вливаем дрожжевую смесь, муку, размешиваем все и вливаем 150 мл крутого кипятка. Размешиваем сначала ложкой, а потом рукой. Замешиваем тесто. Тесто должно быть мягким, не липнущим к рукам. Мне пришлось добавить из отложенной муки еще столовую ложку. Тесто у нас получилось мягкое. Посмотрите, оно не липнет к рукам. Отставляем его в сторону, смазываем предварительно противень растительным маслом, на него мы будем выкладывать слепленные пончики. Рабочую поверхность мы тоже смазали растительным маслом, мукой мы больше не пользуемся, чтобы она не горела при жарке. Делим тесто на 10 частей, каждая часть мы ее скатываем в шарик, и каждый шарик это пончик. Пошаговый рецепт вы сможете прочитать в описании под видео. Друзья мои, если вам нравится видео, ставьте лайк. Это поможет продвижению видео. Его увидит большее количество зрителей. Шарики накрываем пищевой пленкой, чтобы они не заветривались. И начинаем лепить пончики. Руками я расплющиваю шарик в лепешку. Края я стараюсь делать потоньше у лепешки. На центр лепешки выкладываем чайную ложку джема. У меня сливовый джем. Джем должен быть очень густым, не течь. И собираем как мешочек края лепешки к центру. Как следует нужно их защипить, чтобы у нас при жарке джем не вытекал. И немножко расплющить шарик. Швом вниз мы выкладываем шарики на противень, смазанный растительным маслом. Посмотрите еще раз, как делать пончик. Лепешку расплющиваем шарик. Края делаем более тонкими. На центр кладем чайную ложку густого джема. И собираем все в мешочек к центру. Как видите, все очень просто. Вот такой у нас замечательный шарик должен получиться. Как следует защипляем. Чуть-чуть расплющиваем и выкладываем на противень, смазанный растительным маслом. Слепленные пончики нужно накрыть пищевой пленкой или полотенцем, чтобы они не заветривались. И будем разогревать масло. Я это делаю в сотейнике с толстым дном. Масло нужно налить прилично, чтобы пончики там плавали. Масло наше нагрелось. Я убрала нагрев до ниже среднего. У меня это 5, индукция, деление на моей плите от 1 до 9. И жарим пончики. Я начинаю швом вниз их жарить. Когда одна сторона становится румяной, переворачиваю на другую сторону. Происходит все достаточно быстро. Готовые обжаренные пончики я выкладываю на сито, чтобы стекало масло. После того, как масло полностью стечет, я выложу пончики на блюдо, выстеленное бумажными полотенцами. Поэтому, если какие-то излишки масла остались, бумага впитает эти излишки. Посмотрите, какие у нас красивые золотистые пончики получаются. Перед подачей желательно посыпать пончики сахарной пудрой. И сейчас мы будем пробовать. Посмотрите, какой мягчайший пончик. Он просто воздушный. И посмотрите, как он выглядит в разрезе. Много джема. А тесто, какое оно пузырчатое, какое оно воздушное, мягкое. Пробуем. Друзья мои, это фантастически вкусно. Это, конечно, не очень полезно, но раз в году на светлый праздник Хануки приготовьте себе эту вкуснятину.